«17 октября спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союзом С-18», стартовавший к МКС в апреле этого года и получивший имя Юрий Гагарин, совершил штатную посадку в расчетной точке на территории Казахстана. На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, а также участники космического полета Клим Шипенко и Юлия Пересиль. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркнул, киноэкипаж выполнил свою задачу в полном объеме. С реализацией этого проекта госкорпорация «Роскосмос» получила уникальный опыт съемок на борту Международной космической станции. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, в свою очередь, высоко оценил работу киноэкипажа, находившегося 12 дней на МКС для съемок фильма «Вызов», отметив, что команда выполнила запланированный объем работ на 120%. После медицинского обследования экипаж на самолете Центра подготовки космонавтов вернулся на аэродром Чкаловский, а затем прибыл в Звездный городок, где пройдет послеполетную реабилитацию. Продолжительность работы космонавта Олега Новицкого на борту Международной космической станции составила почти 200 суток. Кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересиль провели в космосе 12 суток. Напомним, что на МКС их доставил 5 октября космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров на корабле «Союзом С-19». Кинематографисты и российские космонавты работали над художественным фильмом «Вызов», первым в истории игровым кино, съемки которого велись за пределами Земли. Символично, что полет первого киноэкипажа был совершен в год 60-летия полета первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Всю дорогу подготовки сложно не вспоминать, потому что его образ, собственно, везде находится и везде смотрит на тебя. И ты как бы смотришь на него и тоже думаешь, великий человек 60 лет назад первым там оказался. То есть постоянно это о тебе мысль, это всегда была, не знаю, у меня в голове. Мы стартовали на ракете с именем Герман Титов, а приземлялись на ракете «Гагарин». На корабле. На корабле «Гагарин». И когда мы с Климом снимали в куполе, это было очень интересно. Там из купола видны два корабля, они пристыкованы. Один Титов, другой Гагарин. Поэтому, как можно не думать о Юрии Алексеевиче и вообще, как можно не думать о его улыбке? Это человек, который вообще как-то, не знаю, сделал шаг в бездну. Не знаю, что он чувствовал. Сложно себе представить, потому что и наши ощущения были очень острые. Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года в 3 часа ночи по Москве. На станцию грузовик доставит 600 килограммов топлива, 400 литров питьевой воды системы «Родник», 40 килограммов сжатых газов, около 1,5 тонн различного оборудования и материалов, а также посылки от родных и близких. Ожидается, что корабль причалит к модулю «Звезда» российского сегмента МКС через 2 суток после запуска. Дамы и господа, аплодисменты Моспрому «Космический». На Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена запущен тематический поезд «Моспром Космический». Сотни фотографий расскажут пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московской промышленности в освоение космоса. Передвижная выставка будет курсировать 6 месяцев. Проект «Моспром Космический» создан при поддержке госкорпорации «Роскосмос» и приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и Дню московской промышленности. Это тематический состав московского метрополитена, который как раз будет ходить по ветке, которая будет в будущем возить наших сотрудников в Национальный космический центр. Вот запускается такой состав, где приведены такие уникальные фотографии, интересные факты о нашей промышленности, о людях, которые ее создавали, которые сейчас работают.
Именно в столице зарождалась ракетно-космическая отрасль. Здесь работали и воплощали свои идеи в жизнь легендарные ученые Сергей Королёв, Николай Лидоренко и Фридрих Цандер. Более 200 фотографий рассказывают об истории космонавтики, спутниках, ракетах, пилотируемых полетах и автоматических межпланетных станциях. Опять должна быть у нас какая-то взрывная индустриализация во всем, что у нас есть. Сейчас же новые технологии, новым технологиям надо обучаться. Поэтому я думаю, что этот поезд послужит, будет полезным для подрастающего поколению. — 14 октября с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами спутниковой компании OneWeb. Последовательное отделение 9 групп космических аппаратов от разгонного блока прошло в соответствии с циклограммой полета. Все спутники успешно выведены на свои рабочие орбиты. Это был 6-й коммерческий запуск с космодрома «Восточный». Спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей высокоскоростной доступ в интернет в любой точке планеты. На космодром «Восточный» доставлены блоки 2 ракет-носителей «Союз-2-1Б» и 2 головных обтекателя. Вновь прибывшие ступени ракет-носителей будут работать уже на новом типе топлива — экологическом нафтиле. Ракет-носители будут использоваться в предстоящих пусках в рамках Федеральной космической программы с космодрома «Восточный». Участники космического полета из Японии продолжают подготовку к 20-й экспедиции посещения на Международную космическую станцию. В декабре 2021 года на орбиту должны отправиться японский предприниматель Юсаку Маэзава и его помощник Йоза Хирано. Кораблем «Союзом С-20» будет управлять космонавт Роскосмоса, Герой России Александр Мисуркин. Несмотря на то, что представители Японии полетят на МКС как космические туристы, они должны ознакомиться с устройством корабля «Союз-МС» и российского сегмента МКС, отработать навыки выживания в различных климатогеографических зонах, пройти медико-биологическую подготовку. Тренировки начались в июне, и уже к середине октября участники полета из Японии смогли уверенно продемонстрировать полученные навыки. Quatre, 3, 2, 1, топ, décollage. 21 октября 2011 года со стартовой площадки, расположенной во французской Гвиане, был произведен первый пуск российской ракеты семейства «Союз-2». В связке с российским разгонным блоком «Фрегат» ракета вывела на орбиту 2 спутника европейской навигационной системы «Галилео». Первый старт «Союза» с другого континента стал результатом межправительственного соглашения между Россией и Францией, подписанного в ноябре 2003 года. С точки зрения баллистики, расположение стартовой площадки «Союза» с координатами 5 градусов северной широты и 52 градуса западной долготы почти идеальное и дает огромное преимущество при выводе полезной нагрузки на геопереходную, а затем и на геостационарную орбиту. За 4 года до первого пуска на Атлантическом побережье Южной Америки, почти рядом с экватором, с нуля началось создание стартового комплекса, куда символически в начале стройки был привезен камень с байконурского гагаринского старта. В создании кусочка России в Гвианском космическом центре участвовали сотни специалистов головного предприятия Роскосмоса — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. А специально для эксплуатации в условиях тропиков в Самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» была разработана модификация
трехступенчатой ракеты среднего класса семейства «Союз-2», получившей обозначение «Союз-СТ». За 10 лет российские ракеты «Союз» с разгоном-блоком «Фрегат», созданным в НПО имени Лавочкина, 25 раз успешно выводили на орбиту различные космические аппараты из Гвианского космического центра, став единственной в мире ракетой-носителем, стартующей из 3 стран и 2 континентов. Болид над озером Луис, Канада. Когда метеор становится болидом? Тогда, когда его яркость достигает -4 звездной величины. Если фотографии падающего небесного тела будут сделаны несколькими людьми, можно будет определить его траекторию и узнать, откуда из Солнечной системы он прилетел. Автор снимка — Хао Куин. Метеорный поток Персеиды 2021. Область Млечного Пути в созвездиях Персей и Кассиопея. Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометного хвоста. В данном случае это комета 109P Свифта-Тутля. Съемка велась в течение 3 часов в Аркаиме, Челябинской области. Автор снимка — Юлия Жуликова. NGC 7293. Туманность Улитка. Всего в 7 сотнях световых лет от Земли в созвездии Водолея умирает звезда, похожая на Солнце. На своих финальных стадиях эволюции она создала планетарную туманность, визуально напоминающую улитку. Протяженность этого объекта около 3 световых лет. Излучение в эмиссионных линиях атомов водорода показано красным, а кислорода — сине-зеленым цветом. Автор снимка — Игнасио Диас Бабилло. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tv@tvroskosmos.ru. И до встречи в космической среде.